Рассказ о Евгении Леонове – это история человека, чья доброта и искренность казались простыми, но скрывали глубочайшие переживания и испытания. Он был не только любимцем миллионов благодаря своим ярким ролям в кино и театре, но и человеком, прошедшим через суровые испытания жизни. Евгений Леонов родился в Москве осенью 1926 года в семье инженера Павла Васильевича. Как и многие советские семьи тех лет, они жили скромно. Война, начавшаяся, когда Евгению было 14 лет, резко изменила его жизнь. Отец остался работать на оборонном заводе, а Евгений с братом присоединились к Трудовому фронту. Уже в юном возрасте он проявлял трудолюбие и ответственность, но в душе его всегда тянуло к творчеству. В минуты отдыха он развлекал коллег историями и чтением Чехова. После войны Евгений поступил в техникум приборостроения, но любовь к сцене взяла верх. Он блистал на студенческих вечерах, читал рассказы и рассказывал смешные истории, покоряя слушателей. Дядя, работавший в радиокомитете, направил его на прослушивание в экспериментальную студию при Большом театре. Несмотря на скромный внешний вид и перешитый мамой пиджак, Леонов произвел впечатление благодаря искреннему и слегка комичному исполнению поэзии Блока. Его приняли, и именно там начался новый этап его жизни. После окончания студии Евгений начал работать в театре Дзержинского района. Его первая роль была в постановке «Ровесники». Но когда театр закрыли, ему пришлось искать новую работу. С начала года в театре имени Станиславского не приносили признания, он играл в массовке и эпизодах. Поворотным моментом стал режиссер Михаил Яншин, который увидел в Леонове талант и доверил ему роль Ларри Осипова в спектакле «Дни Турбиных». Эта роль принесла успех и признание, хотя Яншин строго критиковал его работу, что стало стимулом для роста. Кинематограф встретил Леонова непросто. Его дебют состоялся в 1948 году в фильме «Карандаш на льду», но роль была настолько мала, что имя актера не попало в титры. За долгие годы сыграл множество эпизодов, но настоящая слава пришла к нему в 1961 году с комедией «Полосатый рейс», где он великолепно сыграл дрессировщика. Фильм посмотрели более 46 миллионов зрителей, и роль превратила Евгения в знаменитость. Несмотря на это, министр культуры Екатерина Фурцева едва не стряла фильм на полку из-за сцены с обнаженным Леоновым, но любовь публики была сильнее. Хотя актера часто воспринимали как комика из-за его внешности и комичных ролей, Евгений стремился к глубоким драматическим образам. Роли в фильмах: «Белорусский вокзал», «Старший сын», «Донская повесть» раскрыли его талант в полной мере, и он тронул сердца зрителей своей искренностью и человечностью. Однако он оставался очень ранимым человеком, болезненно воспринимавшим критику. Его чувствительность привела к конфликту с режиссером Андреем Гончаровым, из-за чего он ушел из театра имени Маяковского. Новая страница в творчестве началась с приглашения в театр Ленком, где режиссер Марк Захаров предложил Леонову роли, которые стали яркими жемчужинами отечественного театра. Его талант раскрывался и в трагедийных, и в комических образах, а искренность игры завоевала любовь и уважение коллег и зрителей. В личной жизни Леонов встретил свою любовь, которая стала для него музой, но их отношения были непростыми. Евгений боготворил супругу, но иногда мучился сомнениями в ее чувствах. Несмотря на внешнее благополучие, актер переживал одиночество и ощущение недооцененности даже среди близких. Здоровье стало серьезным испытанием. В 1988 году, во время гастролей в Гамбурге, он перенес инфаркт. Коллеги и весь театр Ленком поддерживали его выздоровление. Леонов изменил образ жизни, бросил курить, начал соблюдать диету и уделять больше внимания здоровью, но оставить сцену он не мог. Он продолжал играть, отдавая себя полностью, словно осознавая, что время ограничено. Евгений Павлович прожил еще несколько лет после инфаркта, оставаясь верным театру и зрителям.
В 1994 году, собираясь на спектакль, Леонов почувствовал себя плохо и не доехал до театра. Его уход в возрасте 67 лет стал большой утратой для страны. Коллеги, друзья и миллионы зрителей помнят его как человека, который жил для других, дарив им доброту, вдохновение и настоящее искусство. Его жизнь была великой ролью, сыгранной с честью и глубиной, но без громких аплодисментов, которых он по праву заслуживал.